Гуманитарная катастрофа, иначе и не назвать ситуацию, с которой сейчас борются власти Донецкой Народной Республики. Оккупировавшие город вооруженные силы Украины предприняли все меры по запугиванию местного населения и превращению жилых массивов города в руины. За что вы нас так? За что? Что мы сделали плохого? Тут обычные мирные люди, а вы стреляете по мирным кварталам, разбили город. Я железнодорожник. Я вожу грузовые поезда. Вы забрали мне все, работу, квартиру. Телевизионная группа канала «Новороссия» совместно с правозащитной общественной организацией «Справедливость» прибыли в Дебальцево, чтобы официально засвидетельствовать случаи зверств по отношению к жителям Донбасса со стороны солдат батальона Национальной гвардии. Этот один остался, его нашли вот уж ребята, которые отбивали вот это шоржа. А двоих, куда они, может, они с собой забрали, ну, мы в подвале были, черт его знает, куда они. Такие вот дела. Вот что я видел, то говорю. Руины, обескровленные жители, тела с признаками издевательств оккупантов над ними. Мира и благополучия нет в списке того, что солдаты ВСУ принесли на донбасские земли. Правозащитная организация «Справедливость» прибыла в город Дебальцево для того, чтобы постараться зафиксировать по, что называется, горячим следам факты нарушения прав свобод человека. Наша мониторинговая команда пообщалась с местным населением. Мы поговорили с представителями полиции, с представителями МЧС. Обнаружено колоссальнейшее количество вопиющих фактов нарушения прав человека и зверств. Одним из них я могу сказать, что вот обнаружено, и мы задокументировали то, как были приняты в плен 3 ополченцев. И в конечном итоге 2 из них были увезены в неизвестном направлении, один из них убит. Со связанными руками труп обнаружен во дворе частного дома. Свидетели и проживающие там лица нам рассказали, пояснили, мы это все зафиксировали письменно. Люди готовы сотрудничать, готовы рассказывать о том, что им известно, готовы рассказать правду, что здесь происходит в Дебальцево и каким образом происходили эти зверства. Власти Донецкой Народной Республики предпринимают все необходимые меры по налаживанию в городе гуманитарной обстановки, ремонту коммуникаций и обеспечением всем необходимым пострадавших жителей Дебальцева. В свойственной для украинской стороны манере разговоры о контроле города и эвакуации жителей, а также солдат ВСУ остались только словами. Бывший блокпост солдат вооруженных сил Украины на подъезде к городу Дебальцево. В самом Дебальцево картина еще ужаснее. И вы можете сами судить о том, под чьим контролем находится сейчас этот город и где солдаты украинской армии.